Это не просто городской парк. Этому парку ни много ни мало 308 лет. Этот парк был заложен в 1700 году, а с 19 века его называют Ханбаге, ханский сад. Но никакого утилитарного назначения этот сад никогда не имел. Этот сад был создан исключительно для увеселения, для прогулок и в эстетических целях. Здесь мы оказались не просто так. Рассказывают, что где-то здесь, неподалеку, находится место, где готовят совершенно замечательную янджинскую пахлаву. Мы приехали в Гянджу, и если не узнать, как готовится гянджинская пахлава, это будет совершенно неправильно. Потому что гянджинская пахлава славится на весь Азербайджан. Любезная Турас Ханум согласилась показать нам, как готовится настоящая гянджинская пахлава. Я хотел спросить у вас, вы уже насыпали в миску муку, и я так думаю, здесь больше, чем 1 килограмм муки, да? 1 kilogram, 1 kilogram. Хорошо. А сколько яиц положили? 1 kilo unu tökürük, 5 yumurta. 5 yumurta vururuq. Bir 6-7 xörək qaşığı sliviçni yağ, yəni tərəyağı tökürük, gülaf tökürük, qızılgül suyunu tökürük. О, гуляb. Gülaf, qızılgül suyu. Я понюхаю. Aha. Это розовая вода, без которой гянджинская пахлава не готовится. Топленое масло. Топленое масло просто основа азербайджанской кулинарии. Так, много гуляб. Наверное, 50 грамм гуляб мы налили. Это розовая вода. Ее тоже добавили мы в тесто. Добавили 5 яиц на килограмм муки. И теперь замешивается тесто. Тесто замешивается рукой очень тщательно, чтобы не оставалось никаких комочков. Впрочем, это правило касается любого теста. И совсем понемножку добавляется вода. Столько, сколько будет необходимо для этого теста. Еще гуляб? Много? Çox sağ ol, çox sağ ol. Hədə davam əlavə edirik. Xəmir biraz duru olanda yoğururuq ki, xəmir biraz bərk olsun. Boş olanda yayılmır. Mecmuaya yapışır xəmir. Во время замешивания теста в него добавляется мука. Но после того, как тесто будет готово и оно отстоится, возможно, что в тесто понадобится добавить еще немного муки. А сейчас мы закроем его чистой влажной салфеткой, накроем тесто, чтобы оно не высыхало, но немножечко отстоялось. Сколько минут будет стоять-то? 15 dəqiqə. Ну, примерно 15 минут постоит, и этого будет достаточно. Гянджинская пахлава отличается особой тщательностью изготовления. Орехи очищаются не просто от скорлупы, но от кожицы, которой они бывают покрыты. И это очень непростое дело, но сейчас наша мастерица покажет, как это делать. Орехи замачивают в теплой воде. И что теперь? Qaynar suya salırıq, ləpəni. Так. Qabığını təmizləyirik, quruduruq. Ancaq bunu qabıqlayanda paxlava acı dadır. Həm rəngi qara olur, həm də dadı acı olur. Ona görə də biz bunu qaynar suda qabığını təmizləyirik belə. Təmizləyirik, quruduruq, ət maşında çəkirik. İçinə də pesuq, ədviyyatlar qatırıb pişiririk. Хорошо. Оказывается, если орехи замочить, то вот
остреньким Ага. острием ножа можно очистить всю их кожуру. Но дело это хлопотное. Qaynadanda əzilir. Bunun rəngi qaralır. Belə ilıq suya salırlar ki, göyçək çıxsın rəngi. Несмотря на то, что дело это хлопотное, но в Гянже обязательно делают именно так, потому что вот эта кожура орехов не только портит цвет пахлавы, но она еще и дает неприятное ощущение, когда пахлаву кушаешь. А когда пахлава приготавливается из очищенного ореха, вас не ждет ничего, кроме наслаждения, когда вы ее будете кушать. Немножечко медленно у меня это получилось, но тем не менее получилось. Работа тонкая, работа, требующая тоненьких, аккуратненьких пальчиков. И есть еще одна тонкость. После того, как орехи замочили в воде, очистили их от кожуры, им дают просохнуть на свежем воздухе примерно 1 неделю. А теперь, когда у нас есть сухие и очищенные орехи, их прокручиваю через мясорубку для того, чтобы измельчить. Пожалуйста. İndi bunu maşına, ət maşınına salırıq, maşını xırda gözünə çəkirik. Наверное, можно взять эти орехи и порезать их мелко ножом или раздробить каким-то другим способом. Наверняка до того, как в Азербайджане появились механические мясорубки, так и делали. В принципе, эти мясорубки не портят вкус орехов, и в данном случае их применение вполне обосновано. И после того, как орехи все размолоты, мы их смешиваем Bunu çəkirik, с сахаром. pesok qatırıq. Hə. Да. Pesok А qatırıq. сколько надо брать орехов, а сколько сахара? 3 kilogram pesok, 3 Хорошо. kilogram yarım ləpə, qoz ləpəsi. 3 kilogram pesok, 3 Это- kilogram qoz ləpəsi. Это надо вот для такого теста столько пойдет А, орехов, песси, столько пойдет а. сахара. Hə, Так много пойдет. Беляв çok girdi. hə, çox gedir. Вот для этого небольшого количества теста, которое мы сейчас замесили, пойдет начинка из 3 килограммов сахара песка и 3,5 килограммов очищенного ореха. А еще я хотел спросить у вас, вот этот очищенный миндаль, я вижу, вы здесь приготовили в тарелочке. Этот очищенный миндаль зачем нам нужен будет? Niye o lazım obadan? Hə, Həm də deyil. desək görünsün, göyçək görünsün üzü. Üstüne Üstünə koyacağız. qoyacağıq, desək göyçək görünsün. Вот этот очищенный миндаль нужен исключительно для того, чтобы украсить готовую пахлаву. Начинку мы разделяем на 5 частей. Burada az, да? Yox, azdır. Bu az hissəni biri üstə eləyəcəyik. Aha. Bir hissəni də altda. Ancaq o çoxu Вот оно aralara что, я eləyəcəyik. неправильно понял. Маленькая часть начинки пойдет вниз, а Alt большая hissəyə, часть aha. начинки пойдет в верхние Üstə. слои пахлавы. Вот из того отстоявшегося теста отрезается небольшой кусок для первого сочня. Həmin yumurlar. Yəni, Так. Подпыляем немного муки. Узенькая, тоненькая скалка. После того, как тесто лишь слегка раскатали и придали ему округлую форму, тесто наматывается непосредственно на скалку и раскатывается. А тесто тонкое должно получиться. nazik, lap alt hissə açsana biraz qalın olur, ancaq aralardakı lap nazik olur ki, xəmir bilinməsin. Вот оно как. Оказывается, первые 2 слоя в пахлаве должны быть несколько толще остальных. Остальные будут раскатываться абсолютно тонкими, а вот эти 2 слоя будут раскатываться примерно так, как лаваш толщиной. Противень, на котором будет выпекаться пахлава, был смазан топленым маслом, и его специально оставили в тени в прохладном месте, чтобы топленое масло слегка застыло. Теперь раскатанное тесто укладывается таким образом, чтобы его края оказались за бортиком противня.
Bilirsən, paxlava yay havasını sevmir, qış havasını sevir paxlava. Əriyir, ona görə biraz çətin alır. Əriməsin. Вот оно что. В Гянджи сейчас летом довольно жарко, поэтому пахлаву принято готовить либо осенью, либо зимой, когда Зима, прохладно. осень, Да, дело в Qış том, fəslində, payız fəslində дело в том, что высокая температура мешает Gəldiniz сделать əziyyət хорошее çəkdiniz, тесто. sağ olun, atqaz eləmədik də indi hava istidir. Просто мастерица не смогла нам отказать, поэтому взялась за это дело. А Декабрьда, обычно январьда летом такую генеральный пахлаву не состав готовят. А летом готовят другие блюда, готовят другие сладости. И вообще стараются избегать слишком калорийных блюд и слишком жирных блюд. Готовят много блюд, где используется зелень, где используются кисломолочные продукты. И этого оказывается вполне достаточно. Yağlı yukarı üstüne. Ага. А вот теперь первый сочник, который был раскатан и уже уложен в противень, смазывается топленым маслом, растопленным топленым маслом. Полили буквально ложек 4-5 вот на этот большой противень, и масло размазывается тонким слоем. Не нужно слишком много масла. Надо иметь в виду, что пахлава и без того получится очень калорийной и очень сытной. Yağlı yağ ki ikinci yukarı salanda yapışmasın. Масло необходимо ровно столько, чтобы листы теста не склеились между собой. Ay, И напоминаю, что второй лист это тоже более толстый, чем будут все последующие. Все последующие будут такие тоненькие, как газетная бумага. А вот эти два такие тоненькие, как бывает хорошо раскатанный лаваш. И точно так же на бортике затягивается край теста. bir qırışır var. Yağ əriyir. Hava istidir. Жарко, поэтому тесто очень Да, быстро и высыхает и очень быстро стягивается. Поэтому у нас не получается так, как надо, но мы будем стараться. Или, так? Смажем поскорее лист теста топленым маслом. Может быть, тогда он будет высыхать меньше и не будет стягиваться, как шагреневая кожа. И вот теперь пошел первый слой начинки. Идет в несколько меньшем количестве, чем для последующих слоев. То есть первые слои теста, они немного толще, а начинка наоборот, немного тоньше. А пока начинку следует разровнять по всей поверхности нашей будущей пахлавы, так, чтобы было везде ровненько. И вот на противень уложены все 5 слоев начинки. Теперь остается только обрезать края теста, которые были за бортиками нашего противня. Верхний слой остается без начинки, но сейчас есть несколько еще очень важных операций, самых ответственных операций в изготовлении халвы. Пока мастерица хлопочет над нашей пахлавой, я бы хотел рассказать несколько слов о начинке. Дело в том, что мы сегодня готовим пахлаву с простой начинкой, орехи и сахар, но делают еще и пахлаву с ароматной начинкой. Что сюда может быть добавлено? Добавляют размолотые зерна кинзы, добавляют размолотый шафран, добавляют размолотый кардамон, добавляется непосредственно в начинку сахар и орехи. Иногда сочетается и то, и другое, и третье. Помимо всего, о чем мы сегодня уже успели рассказать, есть еще один очень важный элемент в пахлаве. Это сироп, на котором она готовится. Как готовить сироп, вы уже видели. Обычно берется килограмм сахара, стакан или чуть больше воды, приготовляется стандартный обыкновенный сироп. Но в Азербайджане для того, чтобы ароматизировать этот сироп тоже, используют и лимон, и розовую воду,
и шафран. Может быть, что начинку добавят кардамон и шафран. В этом случае в сироп пойдет только лимон. Знаете ли вы, что пахлава обязательно должна иметь ромбовидную форму? Но сейчас мы делаем надрез только по верхнему слою теста. Мы не прорезаем пахлаву до конца. А вот теперь, после того, как пахлава аккуратно размечена линеечкой, нож окунается в муку и пахлава прорезается до самого конца. Все-таки пахлава — это порционные, как бы сказать, пирожные. А это шафран, да? Renk, şafran, renk. Да. Renk. Это можно покрасить пахлаву густым раствором шафрана. Можно покрасить пахлаву специальным пищевым красителем. Но пахлава обязательно должна быть покрашена сверху красивым оранжевым цветом. Если это не сделать, она не будет радовать глаз. Yerler rengiye ki aralarına renk yakmasın ki kızarmasın. Kemirin arası kızarmasın. Причем очень важный момент состоит в том, чтобы покрыть краской или шафраном только верхний слой. Ни в коем случае краска не должна протекать во внутренние слои пахлавы. Только верхний листик пахлавы должен быть выкрашен в оранжевый или красный, радующий глаз цвет. А потом сюда будем орехи класть, или бадам, или миндаль. Badam, tuz. Да. Давайте я буду класть, или вы сами хотите положить? Yok özüm eləyəcəm. Qoy xaş-xaş eləyək sonra. Не доверяет пока. Говорит, сама положу. И еще один компонент, который очень важен для пахлавы, а я не знал даже, что такой компонент используется. Очищенные маковые зерна. Я не представляю себе, как их можно было очистить от их черной оболочки, но они практически абсолютно белые. И как-то ими сейчас тоже будет украшаться пахлава. Вот оно что. В уголок каждого ромбика сыпется по маленькой щепоточке очищенного мака. Что теперь? Üzünü badamla, qozla bəzəyək paxlavanı. Давайте попробуем, хорошо. Интересно, куда пойдет миндаль и куда пойдут орехи? Миндаля Бадам. немного, Badam. а орехов побольше. Орехи слегка придавливаются к тесту, так чтобы они прилипли к тесту во время запекания. Bərk basmaq olmaz, xəmir qalxır bərk basar bizə. Слишком сильно придавливать орехи нельзя, потому что иначе края теста, особенно верхних слоев, поднимутся кверху. Поэтому осторожненько, очень нежно приклеиваем орехи к тесту. Gülsən günə təsahüf götürmüsən? Nə artıq qalmadı. Просто удивительно, до чего точно оказался наш расчет. Ровно хватило орехов, столько, сколько надо. Ну, я спросить хотел. А теперь, где выпекать будем? У вас такая духовка большая есть? Или тандыр такой большой есть? Все будем печь? Ufqada ocaq qalıyacaq, kömür yandıracaq, kömürlə pişirəcək. Ничего себе! А оказывается, выпекается янджинская пахлава
не в духовке, не в тандыре, не в печи. Тяньжинская пахлава выпекается на углях. Это для меня огромная новость.
что сказать? Сказать, что я поражен, будет неправда. Сказать, что я удивлен, будет неправда, потому что этих слов недостаточно для того, чтобы описать то, что я сейчас увидел, и то мое состояние, удивление, которым я пребываю. Большое вам спасибо. Sağ olun, siz de sağ olun. Вы Hoş geldiniz. Gözümüzde настоящий- yeriniz var. Ne var, ne Вы desen ne настоящий kulunuzda мастер своего hazır. дела. Sağ olun. Çok sağ olun. Siz de sağ olun, siz de sağ olun. Sağ olun. Allah koşunuz olsun. Da bağışlayın da gene ne bileyim de bir tariki.